Доброе утро всем. Я приветствую вас на этом брифинге по перспективам развития экономики и задачам развития российской экономики на 2012 год. Те, кто следит за работой МВФ, знают, что мы проводим большую аналитическую работу, исследования в отношении экономики России. В последние годы мы весной этого года провели тщательную оценку финансового сектора. Весной и летом мы проводили консультации по 4 статье Устава МВФ. Работа проделана большая. Во вторник на этой неделе МВФ опубликовал обновленный вариант. Периодически мы обновляем публикацию, которая называется «Перспективы развития мировой экономики». И я думаю, что сейчас как раз хороший момент для того, чтобы еще раз проанализировать ситуацию и посмотреть, что происходит в экономике России. На основе проделанной работы я хотел бы вначале рассказать вам о том, как МВФ видит перспективы развития экономики России в 2012 году и среднесрочном период с учетом ухудшения ситуации в мировой экономике, а также каковы могут быть последствия для экономической политики для России. Перспективы развития мировой экономики. Что я хотел бы сказать по этому поводу? 2 дня назад МВФ выпустил бюллетень «Перспективы развития мировой экономики», обновленный его вариант. И со времени последней публикации, которая была в сентябре 2011 года, в мировой экономике наблюдается ухудшение финансовых условий, замедление роста, усугубление рисков дальнейшего ухудшения и замедления. В бюллетене МВФ подчеркивается, что восстановление глобальной экономики находится под угрозой от нарастающей напряженности в еврозоне, а также из-за проблем в других странах мира. И сейчас МВФ ожидает, что рост мировой экономики снизится с 3,8% в 2011 году до 3,3% в 2012 году. А для еврозоны прогноз ожидается мягкая рецессия и сокращение ВВП на 0,5%. Прогнозы экономического роста были снижены для всех регионов мира, что напоминает нам о том еще раз, насколько взаимозависимой стала мировая экономика, а также подчеркивает необходимость согласованных действий всех стран мира. В бюллетене «Перспективы развития мировой экономики» подчеркивается, что неотложная задача состоит в восстановлении доверия и преодолении кризиса в еврозоне за счет поддержки экономического роста, при этом проводя бюджетную корректировку, не допуская сокращения кредитования. Другие крупные развитые экономики также должны будут проводить большую работу, но еврозона будет в эпицентре и внимание. Что касается России, то российская экономика в целом восстановилась после кризиса 2008-2009 года, ВВП восстановился в целом, однако восстановлению экономики способствовали высокие цены на нефть, и это восстановление не стало устойчивым. В новом бюллетене, выпущенном на этой неделе, МВФ снизил прогноз роста российской экономики, и теперь мы ожидаем, что рост реального ВВП снизится с 4,1% в 2011 году до 3,3% в 2012 году. Что касается влияния на Россию последствий кризиса в еврозоне, пока России удавалось справляться с этими последствиями, однако усилился чистый отток капитала. Отчасти это естественно в условиях значительного профицита счета текущих операций и более гибкой курсовой политики. Вместе с тем, такой отток отражает глобальную тенденцию бегства от риска и, возможно, возобновление озабоченности по поводу неблагоприятного инвестиционного климата в России. Дальнейшее усугубление кризиса в зоне евро создаст значительные риски для ухудшения прогноза для России. Это повлияет на цены на сырье, также на внешнюю торговлю, и это дестабилизирует финансовые рынки. В
в более долгосрочной перспективе будущее российской экономики будет зависеть от выбора политики экономической новым правительством. И в этом отношении наработки в рамках стратегии 2020 обеспечат важный вклад в создание основы для принятия решений. Анализ, проведенный экспертами МВФ, о котором я говорил в самом начале, подчеркивает, что выбор экономического курса действительно будет играть определяющую роль в динамике экономического развития России в выборе между ростом и стагнацией. И сейчас я хотел бы остановиться на приоритетах экономической политики. Главное – это то, что благодаря высоким ценам на нефть России открывается окно возможностей для принятия мер по укреплению и защите своей экономики. В России достигнут широкий консенсус в отношении направления развития экономики. Это должна быть экономика не так сильно, как сейчас, зависящая от цен на энергоносители и сырьевых ресурсов, менее уязвимая для резких колебаний цен на сырьевых товаров, более устойчивая и более эффективно использующая человеческий капитал для реализации своего потенциала роста. И это требует решительного реализации среднесрочной стратегии. И я хотел бы здесь остановиться на главных 4 направлениях работы. Первое – среднесрочная бюджетная политика. Для того, чтобы обеспечить возможности для частных инвестиций, российским властям необходимо провести масштабную бюджетную консолидацию с течением времени. В настоящее время не нефтяной дефицит бюджета, то есть дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов составляет 10% ВВП. Для обеспечения среднесрочной стабильности бюджета рекомендуется установить предельный среднесрочный показатель нефтяного дефицита. Это так называемое бюджетное правило, которое способствует организации работы в этой области внутри правительства, а также дает четкий сигнал рынкам в направлении развития экономики и укрепляет доверие. Вообще-то в Российском бюджетном кодексе уже предусмотрено бюджетное правило, которое как раз и определяется в терминах ненефтяного дефицита федерального бюджета, установлено на размере 4,7% ВВП, но в кризис его действие было приостановлено. Мы рекомендуем российскому правительству стремиться к достижению к 2015 году вот этого предельного уровня ненефтяного дефицита в 4,7%. Помимо создания возможностей для частных инвестиций, такая стратегия также позволяет восстановить резервный фонд, что обеспечивает укрепление запаса прочности для государственных финансов. Наш анализ показывает, что необходимое снижение нефтяного дефицита технически достижимо, но потребует фундаментальных реформ бюджетного сектора и российской пенсионной системы. Это бюджетная политика на среднесрочную перспективу. Теперь денежно-кредитная политика. Российская денежно-кредитная политика должна более четко быть ориентирована на инфляцию, потому что без стабильно низкой инфляции невозможно мобилизовать внутренние ресурсы и направить их на производительные инвестиции и другие цели. Наш анализ показывает, что оптимальным целевым показателем по инфляции, реалистичным и выполнимым, является показатель в диапазоне от 3 до 5%. Банк России заявил о намерении к 2014 году перейти к полномасштабному таргетированию инфляции. Мы согласны с таким подходом. Мы считаем, что это позволит снизить стабильную инфляцию. И за последние 2 года Банком России достигнуты успехи в этой работе. Важно при этом будет сохранить гибкость курсовой политики, потому что нельзя таргетировать инфляцию и курс одновременно. И необходимо будет одновременно укреплять инструментарий денежно-кредитной политики Банка России и его информационную политику. Теперь перехожу к реформам финансового сектора. Для обеспечения сбалансированного экономического роста
Важно укреплять и развивать финансовую систему. Существует стратегический план, принятый властями в 2011 году по совершенствованию регулирования и надзора в финансовом секторе. Мои коллеги отмечают следующие приоритеты. Прежде всего, ввод в действие законодательства по консолидированному надзору. Во-вторых, наделение Банка России полномочиями по выпуску обязательных для исполнения нормативных документов по управлению рисками. И третье, наделение Банка России полномочиями по использованию профессионального суждения при толковании законов и нормативных документов, что позволит отойти от механического подхода, при котором можно упустить из вида суть проблемы. Теперь перехожу к инвестиционной среде. Помимо поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, успешная реализация более широкой микроэкономической повестки дня будет способствовать привлечению инвестиций и их эффективному использованию. Все это отражено в стратегии 2020. Главные шаги в этом направлении – это сокращение участия государства в экономике посредством приватизации, а также реформа государственной службы и государственного управления с целью сокращения широкого распространения влияния на процесс принятия экономических решений, обеспечение защиты прав собственности и равных правил игры на инвестиционном поле. Все эти задачи хорошо известны, однако прогресс в их решении пока медленный. Разумеется, приятным исключением является прогресс в области вступления России в ВТО, который ожидается к середине года. Каким образом выбор политики новым правительством повлияет на будущее развитие российской экономики? Мои коллеги проанализировали этот вопрос и пришли к четкому выводу. Выбор экономической политики может оказать весьма существенное влияние на будущее российской экономики. Два есть сценария. Базовый сценарий, который можно назвать существующими сейчас планами, то есть сохранение высокого нефтяного бюджета и высокой инфляции. В этом случае рост российской экономики останется вялым в диапазоне 3,5–4% в среднесрочной перспективе, и экономика сохранит уязвимость к внешним шокам. Напротив, при реализации реформенного сценария Россия может иметь гораздо более высокий рост, даже 6% в год. Что касается политики, для реализации этого последнего сценария потребуется более масштабное и реальное сокращение расходов, установление контроля над инфляцией, более развитая и здоровая финансовая система и эффективное осуществление структурных реформ. В рамках этого сценария возможно краткосрочное торможение роста в результате сокращения бюджетных расходов, но оно будет компенсировано более стабильной и дружественной для бизнеса экономической средой, а также более убедительной государственной политикой. И это послужит укреплению доверия инвесторов, будет способствовать привлечению инвестиций и скорейшему возобновлению притока производительного капитала. Кроме того, Россия будет менее уязвима по отношению к внешним шокам.